До приезда в Берлин мы никогда ранее не были в Германии. Наши знания об этой стране ограничивались качественным автопромом, а также информационным шумом о большом числе мигрантов. Берлин же больше всего ассоциировался, наверное, с печальными событиями прошлого столетия. Поскольку этот город был частью нашего большого семейного путешествия, время у нас было ограничено. Однако могу сказать точно, что и этого времени для Берлина оказалось достаточно, чтобы запасть в душу. Наш первый день в столице Германии начался в отеле недалеко от зоопарка. Основной целью в это воскресенье было выгулять детей, показать им что-нибудь интересное и дать в волю побегать на свежем воздухе. И в этом плане берлинский зоопарк, будучи одной из главных достопримечательностей города, оказался идеальным удовлетворением как взрослых, так и детских интересов. Зоопарк Берлина был открыт в 1844 году, первым в Германии. Вначале его населяли птицы, но со временем фонд животных увеличивался, зоопарк расширялся, улучшался, и сегодня это огромный зоологический сад площадью 35 гектаров, на территории которого собрано около 1500 видов живых существ. Отличительной особенностью здесь являются условия, которые созданы для животных, а также для людей, которые хотят понаблюдать за этими животными. Вместо ограждений здесь по максимуму используются возможности естественной среды. То есть, чтобы разделить зоны, например, выстроены преграды из земли и камней. Чтобы оградить животных от посетителей, делается ров с водой или без, в зависимости от вида животного. Тюлени плавают в огромном бассейне на открытом воздухе, а пингвины живут под специальным куполом, где воссоздан микроклимат Южного полюса. Интересная деталь. У многих животных есть свои уникальные дома в разных стилях, похожие на настоящие дворцы. Самый высокий из них, я думаю, вы догадываетесь у кого. А вот наиболее популярным оказался дом панд. С пандами в Берлине особая история. С 1980 по 2012 год здесь жила, или правильнее сказать жил, это был самец, большая панда по имени Бао-Бао. Самая старшая панда в мире, жившая в неволе. Он, можно сказать, и стал символом берлинского зоо. И, конечно, мы с Амелией не могли обойти стороной шикарную детскую площадку с разнообразными домиками, лазилками и горками, сделанными лишь с минимальными вкраплениями синтетических материалов. Несмотря на большое количество людей, мы хорошо провели время в зоопарке, показали детям всех основных животных и отдохнули от шумных улиц города, чтобы на следующий день с новыми силами вновь окунуться в бетонные джунгли Берлина. На второй день, не испытав абсолютно никаких проблем с парковкой, мы высадились в центре города, недалеко от Бранденбургских ворот. На площади было оживленно, но, конечно, не так, как в Риме или другом туристическом городе Европы. Возможно, это потому, что был понедельник, а учитывая, что вокруг ворот много административных зданий, за порядком и тишиной тут явно следят. И так совпало, что оказались мы здесь 8 мая, отмеченный в немецком календаре как День освобождения или День памяти о событиях 1940-х годов. Но сами ворота — это, конечно, классика. Символ не только Берлина, но и Германии. Возведенные в 1791 году, они были свидетелями политических союзов, военных успехов, разделения и объединения как страны, так и всей Европы. Окинув взглядом Рейхстаг, около которого велись ремонтные работы, мы повернули в сторону телебашни, поставив целью пройти сколько сможем и посмотреть все, что получится, полностью осознавая, что за полдня весь Берлин не увидишь. Приятный бульвар Унтер ден Линден,
привел нас сначала к конной статуе короля Фридриха II, а затем на Бебельплац. Внушительных размеров площадь, окруженная грандиозными зданиями старой библиотеки, собора Святой Ядвиги и оперы, жила обычной жизнью будничного дня. У входов толпились группки студентов, мимо проходили белые воротнички, и лишь единичные туристы пытались рассмотреть красоту исторических строений. Строительные леса, частично закрывшие показавшийся Берлинский собор, стали триггером, чтобы остановиться в этой точке и продолжить маршрут уже в обратную сторону. Тем более было еще одно место, которое мы хотели увидеть. Отдохнув у Медвежьего фонтана и осмотрев очень симпатичную Фридрихсвердерскую церковь, вскоре мы вышли на красивейшую аллею из розовых каштанов прямо у стен французского собора, что обозначало, что мы на месте. Площадь Жандарменмаркт, по отзывам лучшее место Берлина, в этот день была на ремонте. Однако и то, что мы увидели на подходах, весьма порадовало наших внутренних эстетов. Майские природные декорации, можно сказать, спасли наш день. Французская реформатская церковь начала 18 века, одно из самых красивых исторических зданий Берлина, среди свежей листвы деревьев посреди яркого солнечного дня смотрелась шикарно. Два других здания площади, немецкий собор и драмтеатр, мы искать не стали. Все-таки композицию надо смотреть целиком. Так или иначе, несмотря на повсеместные работы по реконструкции, мы смогли увидеть и запомнить Берлин уютным, понятным и удобным местом для времяпрепровождения, куда мы с интересом при случае вернемся.